Привет. Привет. Взял нам чебурека горячий. Ибо жарить это время. У вас пес очень нервничает. Да, сейчас мы ему сделаем приятное. Он не может понять, кто там стоит. Мы его пристегнем, он выполняет основную... Он молодец, очень переживает. Сторожит. Вот он сторожит. А сейчас он еще и обрадуется. Папа приехал. Так. Коль, я сейчас зайду один. Это Я конечно, закрою, конечно, я его сейчас конечно. пристегну, а потом тогда мы вместе все зайдем. Потому что этот разбойник, он сейчас будет прыгать на всех, и лапы не испачкать. Фу, отойди, сейчас тебя пристегнет. Да. Привет. Он маленький, он очень быстро. А вода родниковая из Клязьмы. В этот раз у нас Значит, самоварчик вода маленький. замерена на окислительно-восстановительный потенциал, у нее 80 единиц. Вот хорошая лечебная вода. Это подземная речка Клязьма, и мы с нее берем там с родника. Так, и теперь щипчики надо. Щипчики и Уголечки. да, и мы сейчас вот сюда поставим, чтобы накидывать. Ну что, Александр, скажи пару слов. У нас опять открытие мужского сезона запись, нашего. Да? Доброго всем здоровья, открытие, да, сезона для нас всех. Мы, раз, так сказать, вы нас смотрите, значит, ну, порадуем, наверное, таким видом, что мы самоварчик на улочке сейчас сделаем, такой для нас на родниковой водичке, вот на этой. Водичка хорошая, окислительно-восстановительный потенциал хороший, высокий, отрицательный, лечебная. А самовар, как вот если кто смотрел предыдущие записи прошлых годов, мы проводили эксперименты. Значит, самовар, он повышает качество воды за счет того, что у него идет инфракрасное излучение, естественное, от угля. Меняется такой параметр питьевой воды, как ОВП, окислительно-восстановительный потенциал. И мы это сравнивали с обычными электрическими чайниками, с газовым чайником. И потом, значит, все-таки самовар, вот он единственный, который это дело переструктурирует на самом деле. Вот. А это маленькие самоварчики, к сожалению, это не наш самовар. Ну, почему, к сожалению? Ну, в принципе, культура по всему миру распространилась. Это Иран выпускает вот такие вот игрушки. Вот Иран. Вот они привозят такие маленькие вещи, такие вот 1,5-литровые. Дорожные. Да, такое движение воды, потом Форма. медь сама, да, или латунь, которая тоже ионы отрицательные добавляет, как бы. Поэтому вода становится. Так что уголек у нас горит, самоварчик у нас нагревается. Вот, сейчас минут через 10-15 уголечки разобьем. Поставим мясо, приготовим. Вот. Игорь Львович, о чем мы сегодня поговорим? Какие у нас темы, Игорь Львович? Мы хотели Карты. тему поднять. Интересно. Я думаю, всех заинтересует. Может, даже не стоит пока анонс такой давать. Увидите, как бы, Ну, пару само слов для развитие затравочки. этой темы. Карта, которую там Коля сделали эти ребята, можно про нее прям поговорить. О чем сегодня, Игорь Львович, поговорим? Ну вот хотели обсудить проблемы полой земли. Сейчас эта тема такая раскрученная уже. Люди, многие пытаются понять, изучить структуру полой земли, как это вообще работает. Вот. Кто это изучал в прошлом, как это открыли. Вот. Ну и я думаю, что кое-что новое мы сможем сегодня привнести. Вот, например, карта полой земли. Она была сделана немцами. Вот, ее немножко сейчас улучшили, сделали плоскостную карту вместо такой круглой, где, в общем-то, присутствуют вот два материка, Асгард и Либерия. Ну, плюс еще вот островные такие, как бы, территории, которые, в общем-то, находятся внутри полой земли. А обоснование полой земли, оно тоже приведено, в общем-то, во многих и источниках, древних писаниях, да, и, в общем-то, я думаю, что люди, связанные с масонством, они все в курсе такого положения вещей.
Вот, у них это обсуждается, изучается на полном серьезе. Все Вы можете, адмиралтейства должны быть в курсе, да? Вы можете Все прочитать эти такой Мальты. фантастический роман, как «Этидорпа», который был выпущен еще в начале 20 века, где, в принципе, очень много интересного по поводу обоснования строения самой Земли говорится, за счет чего возникают магнитные поля, то есть магнитное поле Земли, то, что это не дает, например, стальной жидкий там сердечник, как считает официальная наука, а дает именно движение магмы внутри как бы коры Земли, а кора Земля имеет достаточно большой поперечник, где присутствуют и жидкие базальты, и базальты уже остывшие, причем это равнозначно, что вот как бы к поверхности Земли то же самое равнозначно, как к полости Земли. Вот. И если посчитать, что планета – это порождение нашего светила, то шар, который появляется в виде планетоида и который постепенно расширяется, мы можем это посмотреть на примере того же там Меркурия, например, Венеры, Земли. Ну, Марс чуть поменьше Земли, он чуть подальше, но, соответственно, его развитие было остановлено в какой-то промежуток времени. А те планеты, которые мы считаем газовыми гигантами, начиная там с Юпитера, Нептун, Сатурн и все остальное, это уже увеличенный размер, то есть уже вещество, перешедшее в газообразное состояние, в жидкостное состояние. Естественно, они имеют размер гораздо больше. А так как Земля развивается и увеличивается с каждым годом, ну, на небольшое количество, то мы должны понимать, что само вещество, оно же не может производиться из ничего. Соответственно, это некая оболочка, которая расширяется, как вот при надувании шарика надувного, также увеличивается и Земля за счет внутреннего тепла. А внутреннее тепло, возможно, дает то светило, которое находится внутри. То есть вот эта внутренняя звезда, которая находится внутри, она же дает свет самой полости Земли. Я вот, кстати, вот как раз листочек соскользнул, как раз вот по тибетским да, представлениям, как это выглядит, но это это вот уже... уже переведенная на русский язык как бы схема. Сейчас я покажу, да, первоначальная схема, это оригинал, это который вот то, был что из найден в Тибета Тибете, привезли, да. Вот, пожалуйста, вы можете посмотреть. Вот, где также вот виден базальтовый слой, внутренний слой магмы. Соответственно, на полюсах есть некие отверстия, которые объединяют как бы внутреннюю систему Входные Земли. группы, так Да, называемые. ну, то есть та же атмосфера, кислород, то есть все газы попадают внутрь Земли через вот эти вот достаточно крупные проходы. Вот. Есть проходы, которые находятся на материках. Вот. Они были обозначены и в Тибете, и немцы их искали. Это при Эльбрусе, вулканы Памео, потом Указка. это... Да. В Америке есть горы, в которых есть такие проходы. Вот. В Азии, то есть почти на всех материках есть такие проходы, которые, в общем-то, изучались экспедициями, специальными экспедициями, которые... Игорь Львович, два слова про пирамиды и вот темы с колоннами, которые сейчас тоже будет завязаны с этими входами, скорее Да, всего. сейчас, кстати, вот есть такая интересная теорию, то, что мы информация. сегодня ее Группа обсуждали. итальянских Да. исследователей втайне от правительства Египта, от, значит, Захи Хаваса, который там полностью под себя уже подбил, как говорится, всю египетскую археологию. Вот. Они провели исследование, поставили вот этот вот аппарат САР, который связан был со спутниковым слежением, и как бы это не георадар, а именно технология, позволяющая проникать лучам, которые могут на поверхности границы сред за счет, значит, сил Излучение вот это вот, там высокочастотное какая-то. ну как называется соединение? Соединение чего? Ну, Резонирует. резонанс. Да. Резонанса? За счет резонирующих сил, вот, они определяют полости и границу этих полостей. И у них появляется такая схема, которая, в общем-то, показывает, что эти полости
имеют определенную геометрическую форму. И они определили, что там находится 8 либо колонн, либо колодцев, которые имеют круглое сечение. Вокруг них идет спиралевидное такое, возможно, это просто лестница, может быть, это какая-то обмотка. Вот. Естественно, мы этого не можем узнать, потому что это все на большой глубине находится. Но факт то, что эта аппаратура позволяет заглянуть нам на 2 километра вниз, это как бы, ну, совершенно новые технологии, которые они объясняют вот в течение своей конференции, которую они 4 часа проводили там у себя в Италии. Вот. Естественно, что официальная наука это стала все отрицать сразу, мол, мы не можем. Они пользуются там 60-летней давности вот этими георадарами, которые работают на мионной технологии и могут заглянуть буквально там на 2-3 метра всего лишь в глубину породы. А здесь вот именно с помощью спутника, с помощью вот этого анализатора, самого компьютера, который обрабатывает эту информацию, они получили вот такую картинку. И уже потом расшифровывая, они поняли, что там есть определенные структуры. То есть это колодцы, сверху там 5 каких-то квадратных образований, снизу еще там базис, который там 80 на 80 метров, какие-то блоки стоят. Вот. И, возможно, это вот какой-то лифт, который шел когда-то в полую землю, и пирамиды являлись вот выходом на поверхность. То есть Из одного из туннелей. да, это как теория. Могло быть такое? Могло. Как теория может жить. Я, конечно, не особо изучаю физику, то есть я по специальности химик, но все-таки я понимаю, как это вообще работает, и что эти исследования нужно продолжать, их нужно поощрять именно науки, официальной науки, чтобы понять, кто же и когда построил пирамиды и с какой целью. Естественно, если мы докажем, что это все построено было какой-то предыдущей цивилизацией, И раз там вниз еще идут строения под колоннами какие-то непонятные. Естественно, то явно это не строили какие-то там неграмотные египтяне, которые колеса-то тогда не знали, что это такое колесо. Что это было построено по сверхвысокой технологии, которая углублялась вот на 2 километра в глубину. Естественно, что это что-то будет прорывным, так сказать, в области истории нашей, в области археологии. Если это удастся доказать и поднять эту тему на уровень Академии наук, то это будет бомба, так сказать. Историческая. Да. Сейчас многие поспешили уже эту информацию, как говорится, высмеять, там, сказать, что это все невозможно. Но, извините, исследователи, они тоже не дураки, и они приглашают всех желающих, чтобы те ознакомились с этой технологией, посмотрели их результаты, и уже на основании этого делали свои выводы. Соответственно, я думаю, что эта тема должна быть опубликована и в научных журналах, и, соответственно, тогда уже науке просто придется признать вот это вот существование этих полостей и вот этих вот строений, которые находятся под пирамидой. И в результате вот сегодняшней демонстрации этих карт уже в новом формате приглашаем коллег, единомышленников к комментариям, изучению этой темы и по параллельному анализу, чтобы каждый мог подумать и свою нести мысль. Потому как это интересно, это такое новое, то, что для нас важно, так как исторически известно наличие этих туннелей, их очень много было в разных картах, в разных исторических периодах это было опубликовано, а это самое последнее, то есть это то, что у нас было после Третьего Рейха, наследие, да, и они тоже занимались изучением, ездили и в Тибет, и, собственно, тут будет в дальнейшем продемонстрированы обе карты, и оригинальная, значит, тибетская, да, и уже та, которая она, наверное, себе переводила. И приглашаем исследователей молодых и опытных, и других, да, к изучению этого вопроса. Пишите Николаю Субботину на Протоисторию. Ребрышки. Ой, не ребрышки, крылышки. Кстати, к разговору о трубе, которая была спецоперация в Суджи, да? Это же тот как раз тоннель, который известен.
был, да? Потому что ну, газовые трубы, понятно, да? А представьте, сколько у нас под змеевыми валами, да, проходов есть. И дальше туда, в сторону Европы. И мы это в дальнейшем будем на картах, наверное, публиковать, но по мере развития событий, чтобы не смущать никого. Вот, да. А так, в общем-то, на самом деле, помимо этих труб-то у нас там все уже прокопано было. Но, видно, времени пришло пользоваться этими. Я вчера такую вот в печке с картошечкой, с морковкой, там, с лучком сделал такой жаркое. Ребрышечки. Да, очень вкусно. А в печке-то где? Дома, что ли? Да. Ну, в этом. У тебя там типа аэрогриля, что ли, какого-то? Духовка Духовочка просто. электрическая, да, такая. Она чем хороша, то что она самоочищающаяся. Александр, что за четверговая соль такая? Ну, это старая еще языческая традиция, потом она перешла в христианство, как бы четверг чистый день, надо будет помолоть. Это самое. И в него считалось, что можно выжаривать с травами соль определенным образом. И эта соль, она будет целебной. Вот. Традиция это еще, конечно, древняя, да, но перешла она к нам, в культуру современную. Вот. А это мы сейчас перчик перемолим, чтобы у нас был готовый перчик для посыпания. Это старая ступочка номер 8. Они все по номерам шли в Российской империи. И она очень звонкая. У меня От размеров. деда вот такая тоже, Да. с таким пистоном. Куда-то все сперли. Ну и вот эти пистончики очень удобные, они хорошо вымалывают вес за счет веса. То есть рукой не так давишь, сколько он сам работает. И вот такими движениями полукруглыми он его прям измельчает, этот перец. Получается такая не пыль, как вот промышленный черный да, перец. да. Там, в принципе, он в пыль передравливается. А здесь он получается гранулированный, гранулами. А эти гранулы, они сохраняют Да, структуру. вкус. И, соответственно, будет другой вкус. Ну и это еще и ручной труд такой. Удовольствие. Залипание такое, да, немножко. А я из Африки привез тоже ступу из такого вот делать. плода. Так, держи, Игорь. Внутри он такой интересный, как бы этот плод. Сегодня нам еще удалось 2 яичка собрать с курятника. Да. Кстати, вот они. А, Так, там куда? девчонки вон А, есть. унес уже яички. А, яички. Сейчас покажу, нет. Сейчас здесь покажу. А, я 2 слова скажу. Значит, это вот домашние яички, да? Сейчас, погоди, самолетик у нас Да, пролетит. прилетит. Тут у нас же рядом аэродром военный. Жуковский. Да. Жуковский. Ух ты ж. Нас сохраняет. Другой какой-то. Этот, наверное, 78, а тот был 76-й. Потому что у него вот эти задние крылышки были на... Игорь Львович, ты сейчас на алхимика похож. Ну а что, нас учили. Слушай, он похож на настоящего алхимика, да. В химических лабораториях У него мы уже образование. Философский камень долбишь. так вот смешивали всякие Да, да, да. ингредиенты. Тут вон показали, как индусы делали твердую ртуть. Достаточно простой способ. Расскажи. Ну, берется 100 грамм ртути, потом 100 грамм лимонного сока, прям из лимонов выжатого, потом 100 грамм серного ангидрида, ну, синька обычная, короче, вот. Вот. Соль. Медный купорос называется. Вот. И плюс еще, значит, сейчас скажу, как называется. Тюрьма? Нет, там тоже соль уксусной кислоты. Ну, карбонат. Короче, карбонатная соль. И все по 100 грамм. И все это смешивается. Он, дурачок, налил в алюминиевый этот как бы, цилиндр такой, а там температура поднимается. И весь алюминий разъело
нужно брать керамическую посуду. Вот, там не надо особо там пестом толочь, то есть все это просто размешивается и происходит реакция. И потом вот в этой жидкости, ну, как глина появляется, то есть он прям руками достает вот эту ртуть, которая уже стала амальгамой с медью, и делает, как из пластилина, формирует из нее какие-то там изделия. Но он делал лингам. Якобы там в индийских храмах были вот такие ртутные лингамы, которые были твердые, из твердой ртути. И вот таким образом ртуть становилась как бы твердым металлом. Вот. Хотя это не до конца твердый, он все равно такой имеет пластичность. Он пластилиновый становится, да, такой пластичный достаточно. Но постепенно он как бы приобретает уже свойства более твердого вещества. Вот. Не знаю, как это помогало людям, но говорят, что большую силу энергетическую имеет вот именно ртуть в таком виде. И люди приходили, прикасались, некоторые носят на себе вот в виде таких оберегов, которые помогают им в жизни своей энергетикой. Вот. Ну, ртуть, она же у нас считается проводником высшего уровня с точки зрения приема и передачи сигналов, радиосигналов. Поэтому, в общем-то, может быть, это и связано с эфиром, да? Вот. Ну а как же на себе ртуть-то носить? Она же как бы не безвредна. Но когда она является амальгамой, она уже не является, как бы, вредны пары ртути, понимаешь, вот при температуре выше там 40 градусов испаряется поверхностный вот этот вот слой ртути, и если он попадает в организм, то он, конечно, как вот тяжелый металл, оказывает такое воздействие очень вредное. Но в детстве мы же играли с этой Да, но ртутью все равно ртуть, конечно, очень сильно наша наука, так сказать, очернила. Вот. Раньше из ртути много чего делалось, даже лекарства. Ртутные мази были, пилюли какие-то тоже содержали ртуть. Потом делались вот выпрямители для электрических цепей. Многие лифты до сих пор вон в Европе ездят, столетние вот эти ртутные выпрямители там у них стоят. Я помню, сам маленьким был, разбивал этот градусник случайно, Да. как и все мы, ну понятно. И играл пальцем этой ртутью. Когда она разлетается на шарики, и ты эти шарики пытаешься Соединить. собрать, да, они сами соединяются. А если они сами соединяются в единое тело, это говорит мне, как вот просто наблюдателю, о том, что он не то что испаряется, а он наоборот соединяется друг с другом. То есть нужна высокая температура, чтобы пошло это испарение. То есть при комнатной температуре по факту испарения нет. Да. Получается, что наоборот идет адгезия, соединение обратно. И мне удавалось этот градусник собрать в один шарик обратно. И потом его на совочек аккуратно, и естественно все это в унитаз, как у всех детей. Чтобы родители не видели, это все туда и да. Я один раз разбил ртутный вот прибор давления мерить. Там достаточно много. А там этой большой ртути объем. было, да. И вот я собирал также на бумажечку шариками. Так, Ух ты, да, это уже готово у нас. Всё, там. первую партию, да. Вот, и Вот такая у нас ребят, курочка красота. получилась. Курочка. Сейчас мы ее аккуратненько надо сейчас. аккуратненько выложим. И вторую партию поставим. Выкладывай, я подержу. Готовы они? Первый Мне шашлык кажется, в этом готово. году на улице. Мартовский. Мартовский, да, еще. Но это не мартовский кот, это курочка. Ну и чтобы вот там, где ртуть не удалось собрать, обычно перманганат кальция, то есть марганцовку используют, и растворяют ее немножко в уксусе, ну или лимонной кислотой, чтобы подкислить. Вот, и она тоже вступает в реакцию, образуется амальгама магния. И уже ртуть она не является такой опасной, как бы. По красной так вот ртути переверни, еще больше этих Ну, неразгаданного, да. Ну, это да, это уже изотоп ртути. Это уже Серум 512, серум. по-моему. Ох, камера запах-то не передает. Запах бомба. Нормально, не пережарилась. Отлично. Ребят, не пользуйтесь углями. Пользуйтесь дровами. Совсем другой вкус. Так что, конечно, это легче. Там сейчас современные все системы потребления, да, диктуют. Пожарь, съешь сразу, да, этот уголь. Ну, там дымка не будет этого.
и, соответственно, вот база подводного флота. Вот эта карта как раз, которую уже развернули ребята, дай бог здоровья, они взяли и развернули ее в проекцию, понятную нам сейчас, вот в раскрытую карту. И уже здесь, в принципе, видно, это как раз области материков полой земли, то есть здесь развернуто с ландшафтом. То же самое, что и здесь. То же самое, да, только в привычной проекции карты общей, да. И здесь получается тот же самый Новая Швабия обозначена Новым Берлином. Там, кстати, присутствует горная местность. Вот ребята через современную программу уже сделали, значит, Новая Швабия и Новый Берлин. Новый Берлин находится в оазисе. Новая Швабия 50 на 50. 50% это горы, 50% это равнина. Остров Картер, остров создателей, то есть это они так назвали, откуда они начали создавать эту территорию. Вот. И отдельный остров, это база подводного флота.